Мне кажется, что сейчас у тех, кто не на нуле и быть там либо не может, либо не должен, в голове витает два вопроса. Как жить дальше и что можно сделать еще, кроме донатов, чтобы приблизить нашу перемогу? Я задаюсь теми же вопросами и, кажется, нашел путь, который может в этом помочь. Поскольку сначала я хотел бы рассказать о текучке и о том, как ваши донаты Пенсу и Деду работают и как они необходимы, то свои идеи выскажу в конце ролика. Все равно они предназначены только для своих. Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Фоном показываю фото и видео кое-где с отчетами, показываю комментарии из-под ваших донатов. Напоминаю, что комментарии я показываю вместе с суммой доната без указания имен и фамилий и только в том случае, если комментарий есть. Донаты без комментариев в список показываемых не попадают, потому что я считаю, что если человек не хочет светиться, то и светить его не нужно. Мне это кажется логичным. Все ссылки на все возможные пути донатов для ЗСУ всегда указаны в описании ролика и в первом закрепленном комменте под роликом. И еще два слова о названии сегодняшнего ролика и миниатюрке, которая стояла на нем. Еще со времен Майдана я обратил внимание на то, что погода в Украине часто указывает нам с вами на то, какие процессы происходят с нашей страной. Циклоны с запада часто приходят в моменты, когда нам необходима поддержка оттуда. Циклоны с востока противостоят западным тогда, когда россиянцы либо сильнее обычного напирают, либо пытаются продавить через Запад повестку дня, которая нам не подходит. А нам не подходит никакая повестка дня с Востока, конечно. Нам подходит только абсолютная тишина от соседей. Но циклоны, как визуализация происходящего, очень наглядно это отображают. Так вот, этот наш циклон, который борется с антициклоном прямо над всей Украиной, мне кажется, очень ярко показывает сейчас уровень противостояния. И что характерно, место стыка этих сильнейших масс проходит ровно посередине Украины. Я посмотрел и почитал мнения разных людей по поводу приезда Орбана в Киев, по поводу всяких миротворческих инициатив и высказываний, и должен признать, что мы не понимаем, о чем мы воюем. Большая часть комментаторов вообще не понимает, о чем на самом деле речь идет. А речь ведь идет не только о сохранении Украины, но о распаде Россиянии. Только в случае распада этой прогнившей системы распределения денег из регионов в центр, а потом обратно, наша война вообще способна быть завершенной. Но забегаю наперед, обещал же в конце ролика. В поисках той самой идеи, о которой я только что упоминал, мелькнула мысль. А что если просто пройтись по новостям? Наверняка же происходит что-то сногсшибательное в стране и в мире. Так подумалось мне. Я полазил по новостям, и глазки после прочтения стали квадратнее. Хотите квадратные глазки? Нынче это модно. Шучу. Модно делать бровки домиком таким, знаете, фиг вам называется домик под небритостями модными. А квадратными глазки становятся у тех, кто, вынырнув из пахоты будней, вдруг осознает, что будни не только лишь у всех, у многих есть и выходные, и праздники даже. А праздники нужно оплачивать? Нужно. Вот сегодня я вам и расскажу, в том числе за счет чего они оплачивают свои праздники. Спойлер, за счет ЗСУ. Но обо всем по порядку. Вот пока не забыл, прямая речь от бойцов про спасибо донатерам за донати, почему-то не правительству. Ударне крило 1-го механізованого батальйону 28-ї ОМБР дякує всім небайдужим людям за допомогу. Скоро ці пташки полетять нищити москалів. Слава Україні! А это резина, которую мы с вами купили тем бойцам, что делают плохо будущим ладам и треплют им показатели СВО. Отмечу, что резину мы всегда берем в одном и том же месте. Это сайт Шинштаба, и это не реклама. Ни копейки с них не взял. Просто, во-первых, они всегда умудряются выкрутить самую лучшую цену для ЗСУ, а во-вторых, потратить 3-4 часа в телефонном режиме при выборе резины на консультацию. Вы много таких контор знаете? И я не знаю никого, кроме Шинштаб. Все нюансы учитывают, ко всем просьбам прислушиваются. Смысл брать где-то в другом месте, если есть у нас Шинштаб. Конкретно эта резина отобрана потому, что очень слабо изнашивается, при этом гребет на бездорожье, держит очень большую нагрузку, не разбортовывается при снижении давления в шинах и везде по полной грязище, и вдобавок позволяет использовать ее круглый год. Конечно, при соблюдении здравого смысла и предосторожности в голове у того, кто находится между рулем и сиденьем водителя. История с генератором продолжается. Не починили, пока карбюратор купили и вернули. Выяснилось, что проблема не в нем. А сервисные центры вообще отказываются с ним возиться, при том, что денег они хотят немало, а времени уделять не хотят. Так что чиним дальше. Заказали катушку зажигания. Едет. В то время, как мы с вами сбрасываемся, копим и вкладываем в ЗСУ, государство, а вернее чиновники, вкладывают в себя. Ссылку на полную историю со всеми подробностями покладу в описании к ролику, а суть расскажу. Каждому бойцу необходим запас воды. И желательно не в кармане, не в ведре, в блиндаже, а прям вот чтоб всегда под рукой.
Для этой цели прекрасно подходит фляга армии США, используемая у нас давным-давно. В интернетах она стоит от 72 гривен за штуку. Вот она, на фото слева. А вот справа от нее фляга, которая стоит уже 355 гривен, партию которых закупили для хлопцев доблестные собиратели денег из державного оператора тылу. Вернее, растратчики денег, конечно, да. Видите разницу? Ну, кроме цвета. А она есть. На дорогой фляге написано «Не для продажу, властність ЗСУ». И чуток иначе исполнена крышка-петля. Вот эти два нюанса, по мнению ДОТ, стоят... Отнимем, нет, не чиновничью разницу в марже, нет, конечно. Отнимем от 355 гривен даже не самую низкую цену в 72 гривны из интернетов, а 120 гривен, цену, за которую в интернете эту флягу готовы отдавать в любых объемах. Получается 235, верно? 235 гривен на каждой фляге, а их закупили, напомню, 100 тысяч штук. Дальше помочь с подсчетом или уже сами? Ладно, не доставайте калькуляторы. 23 миллиона 500 тысяч у меня получилось. И все бы ничего. И вещь нужная, и цвет прикольный, и надписи бескрайне нужные. Но на фоне увеличения налогов, на фоне увеличения стоимости топлива, на фоне обдираловки в магазинах, потому что скоро в связи с вышеуказанным продавцы не будут успевать менять ценники на новые с еще более высокими ценами. На фоне всего этого какие-то слуги народа берут и тратят в пустоту 23 миллиона гривен. Наших с вами гривен, собранных из налогов и перечисленных в ДОТ в фонд заботы о ЗСУ. Просто берут и тратят. Полгода мнут резину под бровями и решаются все же потратить наши с вами деньги с потрясающей неэффективностью. Вопрос у меня один. Кто-то верит, что часть денег не осела у чиновников на счетах жен или мам? Я даже, смотрите, я же ни одной фамилии не назвал. Там в оригинальном материале полно подробностей. Вы можете при желании дотошно все изучить сами, но не в изучении же нами вопрос. Вопрос в том, что страна теряет воинов, теряет территории, теряет все подряд. А что приобретает? А приобретает фляги по 355 гривен вместо 120. У вас в голове такое поведение вообще укладывается? Да, у нас пока без критических обвалов, но на всех участках фронта по-разному тяжелая ситуация. Враг ползет в направлении трассы Покровск-Константиновка. Это самая проблемная точка. Есть негатив в районе Торецка, повсеместно наращивается применение КАБов. Сведения о настрое Росвояк с Харьковщины, данные из российских госпиталей и от российских волонтеров, указывают, что враг столкнулся с проблемами, которые явно не ожидал. Они в шоке. В статистике российских потерь Харьковское направление выходит на одно из первых мест. Де-факто россияне создали точку, куда вынуждены постоянно оттягивать с других участков фронта штурмовые части и оставлять их там навечно. Продавить дальше нет сил. Выходить оттуда, нарваться на массу неприятных вопросов. Вот очередное видео «Спасибо вам» от наших бойцов. Дякуємо Токарю Анатолію Дмитровичу і дівчатам з ГО «Відлуння» за антикаталізійні плащі від розвідників 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Небольшие тактические улучшения в направлении Кременной. Часов Яр отбивается, но мы его теряем, похоже. Если верить оценкам, что РФ собирает порядка 25-30 тысяч наемников в месяц, то они сами признают, что каждый 8-10 новобранец аннигилируется. В реальности же не меньше, чем каждый 5, скорее больше даже. Итого, с учетом раненых, консервативная оценка выбывающих порядка 25 тысяч в месяц, плюс больные, дезертиры, неуставные отношения и другое. То есть все пополнение идет в утиль. Чистая мясорубка. Очевидно, россияне делали ставку на продавливание нашей обороны в ходе размена людьми. По факту оказалось, что возобновление помощи и ваши дроны такую схему ломают. Чего-то большего без наращивания мобилизации они добиться не смогут. Я показываю результат работы ваших дронов здесь, в разделе «Соняшники». Да, и это, кстати, Харьковское направление. Увеличение разовых выплат наемникам до 18 тысяч долларов указывает, что желающих воевать и за деньги на России становится все меньше. В июле основную массу российских срочников попытаются перевести на контракт и бросить на фронт. Если это не получится, то до конца года будет сохраняться текущий рисунок – давление и стачивание. В политическом плане несколько важных пунктов. Во-первых, Путин моргнул и выкатил свои мирные требования, которые все отвергли, даже Трамп. Также Росвождь совершил визит в КНДР, что сняло последние вопросы, в какой лиге он собирается играть, и спамил угрозами на тему ЯО, что ранее обычно совпадало с неуспехами РФ на фронте. Теперь россияне либо должны показать что-то впечатляющее на поле боя, либо уточнять свою позицию в сторону ослабления. Во-вторых, доминирующим тезисом стало прекращение войны.
Даже наши дипломаты применяют эту фразу. Не буду комментировать, почему. Вполне вероятно, это лучше всего отвечает конъюнктуре и позволяет развивать какие-то заготовки. Но тренд наглядный. Запрос на прекращение боевых действий, а потом разбирательство. В-третьих, на дебатах Трамп-Байден наглядно обозначена перспектива, что до ноября радикальных шагов не предвидится, а вот с ноября уже возможны какие-то новации, в том числе переговоры о начале реальных переговоров. Подчеркну, возможны, но не обязательно будут. Надо верно интерпретировать этот момент. Огромный соблазн думать, что в ноябре все закончится. Уже слышал такое в разговорах. Подход «терпеть до ноября» губительный. Ключевая дилемма, как мы входим в зимний период. На фоне активных боевых действий? На фоне гипотетических переговоров? Суть работы в ближайшие месяцы – выйти к ноябрю в максимально сильную позицию. Она будет определяться способностью успешно обороняться всю зиму, способностью пройти зиму без неуправляемого гуманитарного кризиса, энергетика, топливо, продовольствие, медицина и так далее. Если мы не продемонстрируем готовность по этим двум позициям, в переговорах мировое сообщество будет давить на нас, чтобы мы сдавались. Если подготовимся, они же будут давить на Путина, чтобы он не лез дальше и понижал планку требований. Ибо еще одна изнурительная зима и накопление проблем для всех. Попытка разрулить что-то до ноября не исключена. Есть заинтересованные субъекты, но пространство для нее быстро сужается. Скорее, возможны имитации, как формирующая повестку активность. Повторюсь, надо готовиться терпеть и сопротивляться минимум до весны 2025 года. Тогда будет возможность двигаться в сторону улучшения. Руководство ЕС пока выглядит приемлемо, местами даже хорошо. Переговоры о вступлении дадут много отрезвляющих новостей. Но это движение вперед. Что дальше? Ощущения прежние. Обстановка на фронте, в экономике, социальной сфере тяжелейшая. Но возможности обороняться не утрачены. Необходимости соглашаться на любые условия тоже нет. Одолеть нашу армию россиянцев не получается. Летом они продолжат тратить огромные усилия на подрыв воли к сопротивлению в тылу, на срыв поддержки военных, на внутренний раздрай и торможение внешней помощи. Но пока у нас есть возможность помогать ЗСУ и пока мы это делаем, ни о каком внутреннем раздрае не может быть и речи. Вот еще одно спасибо от бойцов. Ударне крило 1-го механізованого батальйону 28-ї МБР дякує Анатолію Токареву та Нудному Пенсу за те, що ви, наші друзі, допомагаєте нищити. Слава Україні! Героям слава! С одной стороны, растет интенсивность варварских ударов по гражданским. С другой, уже видно, как они вкладываются в подогревание ожиданий скорого финиша. Чтобы все это поскорее закончилось. Чтобы людей накрывало эмоциями и выбивало из ритма. Футбол уже показал, как может переключаться внимание масс, плюс выборы. Впереди еще Олимпиада. В июле РФ председательствует в СБ ООН. Даже хорошо, что футбол и Олимпиада. Меньше людей отвлечется на традиционное гнусное шоу, которое нас точно ожидают. До начала мертвого сезона в политике 3 недели. Сломать летний режим может обострение на Ближнем Востоке или Дальнем, что еще больше оттянет внимание. Все это время россияне будут информационно давить. Ментально пережить этот период поможет выстроенная рутина. Несколько отрезков этого марафона мы прошли на морально-волевых. Настало время действовать максимально прагматично, чтобы можно было при необходимости добавить. Красивые слова принимать только с красивыми делами. А особенно это будет касаться саммита НАТО, которому партнеры сумели снизить ожидания. Помните, сколько хорошего говорил Столтенберг? А Макрон? Эти странички перевернуты, новые обстоятельства. В общем, без особых просветов, много плотной выматывающей работы, но до сих пор многое зависит от нас, что само по себе удивительно. А теперь о работе более подробно, как и обещал в начале ролика. Многие, очень многие, если не вообще все, с кем мне приходится разговаривать, задают один и тот же вопрос. А делать-то что? Есть идея, причем идея стратегическая. По тактике все как и раньше. Донаты, сборы, дроны. Дронов вообще надо огромное количество. Генераторы, машины на ноль. Все это никуда не делось и не денется в обозримом будущем. Здесь в ролике я показываю 2 наших ежакомобиля, раздолбанных кабами в очень коротком промежутке времени. Хвала небесам, хлопцы живы. Но замена этим машинам нужна очень быстро. Хлопцам надо передвигаться, а иначе и наши внуки будут размышлять о переговорном процессе, бляха-муха. А значит, снова и снова нужны ваши донаты. Так вот, идея. Чего мы вообще хотим добиться? Ну, понятно, перемога, границы 91-го года, ров с крокодилами, нормальных людей во власть, то есть демагогов и популистов, как обычно, и на всякий случай каждому из нас по $43 миллиона. Это как раз ясно, как и то, что света нет, и я пишу этот текст карандашом на обложке журнала «Мурзилка». Шучу.
На обоях старых пишу, конечно же. Откуда у меня Мурзилка? Мы хотим, чтобы россияние превратилось в записи на салфетках, чтобы империя более не существовала, чтобы никому, никогда, чтобы никто с той стороны болот более никогда в истории человечеству не угрожал. При достижении этой цели будут максимально быстро и эффективно достигнуты и все остальные. Верно? Следующий вопрос. Как нам этого добиться? Да тут и думать не нужно. Все на поверхности. Нужно просто научиться влиять на информационную повестку дня в заболотье хотя бы с четвертью тех усилий, с которыми они влияют на нашу. Нужно просто использовать их же инструменты, да хоть и телеграм, в котором они сидят безвылазно в промежутках между рюмками. Только надо помнить несколько моментов. Давить на совесть бесполезно, там давно ничего похожего не водится. Давить на самосознание бесполезно. Давить на жалость бесполезно. Вы скажете: Пенс, отвали. На что ж тогда давить, если все бесполезно? Заканчивай тогда ролл, и мы пошли смотреть Бутусова. Ну, к примеру. Я скажу, на что давить. Надо давить на национальную память. Можно паузу сделаю? Надо давить на то, что без указки из Москвы никто в России не может ступить и шагу, и это ведь правда. Надо давить на то, сколько их прапрадедов полегло в противостоянии против Москвы. Надо заставить их вспомнить историю каждой своей могилки, каждой национальной легенды, в которых главным положительным героем является не комиссар, а местный герой. Надо поднимать весь этот пласт истории, чтобы однажды, после нашего вмешательства в их информпоток, они не смогли бы без стыда смотреть в зеркало на себя. В кого они превратились? Как они докатились до такой жизни, когда приходится отдавать московскому дракону за одно только право находиться в составе империи своих детей? Как так получилось, что москвичи и питерцы пьют по подворотням вкусное «Три медведя», а все остальные регионы перевыполняют все планы и по выпуску деревянных макинтошей, и по нагрузке на мобильные крематории? При том еще, что большая часть их чад не просто никогда не вернется домой, но никто и никогда и пытаться не будет их вернуть. Надо сделать так, чтобы информация о национальных героях каждой из национальностей, населяющих одну почти шестую часть, каждую минутку и каждый час напоминала им из соцсетей ютубов, кем они могли стать и кем они стали. Все идеи на этот счет принимаются в комментах или в почту канала. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донат, репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.